Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такой вот очень красивый, теплый и достаточно простой в исполнении детский жакет. Данную кофточку или вот жакет сейчас в мастер-классе я буду вязать на возраст ребенка 0-3 месяца. Но в любом случае сейчас, перед тем, как приступать к вязанию, мы с вами разберемся с принципом вязания, так, чтобы вы смогли связать этот жакет абсолютно на любой возраст и из любой пряжи. Данную кофточку-жакет в мастер-классе я вязала регланом сверху. Сейчас в любом случае, перед тем, как приступать к вязанию, мы с вами сделаем небольшие расчеты так, чтобы вы самостоятельно смогли связать этот жакет, как я сказала, абсолютно на любой возраст. У меня связано два таких вот именно жакета. Но в любом случае сейчас в процессе объяснения я вам буду вставлять фотографии так, чтобы вы хорошо все могли рассмотреть. Но перед тем, как приступать как раз таки сейчас к расчетам, давайте сделаем вот замеры этого жакета непосредственно вот уже на готовом постиранном изделии. Ширина моего изделия сейчас получается равна, ну вот смотрите, где-то примерно 24 сантиметра. Так, далее длина от подмышки до низа у меня получается равна где-то 16,5-17 сантиметров. Длина рукава. На рукаве у меня идет манжет с запахом. Высоту этого отворота вы можете регулировать самостоятельно, но вот в данном случае длина рукава сейчас получается равна, ну вот где-то примерно 15 сантиметров. Если общая длина рукава с отвернутым манжетом получается равна, ну вот где-то 18 сантиметров. Длина изделия я буду измерять вот здесь от воротника, ну или вот где у нас идет часть, переходящая в рукав. Длина изделия получается равна 28 сантиметров. Длина регланной линии, смотрите, у меня сейчас получается равна, ну где-то примерно 10 вот с половиной сантиметров, но до подмышки здесь мы еще просто в процессе вязания вывязывали подрезы, и когда начинали вывязывать рукав, добирали петли, и поэтому общая длина, то есть от воротника до вот непосредственно этого подреза получается равна 12 сантиметров. Так вот смотрите, выглядит изнаночная сторона, то есть у нас идет абсолютно цельно вязаное полотно, то есть у нас здесь не будет ни единого шва, то есть вот спинка, перед, рукав, вот так все смотрится очень красиво и аккуратно. Поэтому сейчас давайте сразу переступим к расчетам. Значит, смотрите, для того, чтобы нам связать этот жакет, естественно, мы вначале должны определиться с возрастом ребенка, на который вот мы будем вязать этот жакет. У меня данный жакетик связан на возраст ребенка 0-3 месяца. Далее мы с вами должны связать образец. Образец мы вяжем из той же пряжи, из которой мы будем вязать непосредственно наше изделие. Свой жакет в мастер-классе я вязала из пряжи Alize Lana Gold. Метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм 240 метров. Данную пряжу для нашего мастер-класса предоставил нам интернет-магазин пряжа.су. И для всех моих подписчиков интернет-магазин пряжа.су дарит скидку 5% по промокоду, который подпишу сейчас вам на экране. Поэтому обязательно загляните на сайт интернет-магазина пряжа.су и порадуйте себя приятными покупками. Поэтому для вязания образца я взяла пряжу Alize Lana Gold, и весь жакет свой я вязала спицами 3,5 миллиметра. Далее связала образец. Образец я вязала просто лицевой гладью. Далее свой образец я постирала, высушила, и после чего измеряла плотность. То есть у меня получилось, что
20 петель равняется 11 сантиметрам. Теперь мы высчитываем непосредственно саму плотность. То есть мы берем наших 20 петель и делим на 11 сантиметров. И вот мы получаем плотность вязания 1,818. То есть это количество петель в 1 сантиметре. Далее мы вяжем, как я говорила, наш жакет на возраст 0,3 месяца. Сейчас расчеты я делала, исходя из вот как раз-таки роста ребенка 56 сантиметров. Здесь, смотрите, я схематически нарисовала такую таблицу. Все эти данные можно будет взять или в интернете, если вы вяжете, к примеру, данный жакет на возраст, ну вот ребенка старше 1 года. То есть до 1 года все значения я вот здесь расписала. Все эти значения можно посмотреть в интернете в таблицах. Там все возраста расписаны, и все эти значения можно посмотреть. Но скажу сразу, что когда я смотрела значения для того, чтобы выписать вот на возраст ребенка до года, очень сильно они могут отличаться. Вот именно и окружность шеи, и длина реглана. Где-то пишется там 10 сантиметров, где-то 12 сантиметров. И опять же, все дети разные по телосложению. Поэтому еще один из вариантов, как вы можете проверить некоторые вот как раз-таки значения, это взять, если есть возможность, кофточку ребенка, которая ему сейчас вот в пору. Ну и вот что касается ширины изделия или длины рукава, можно измерить вот уже по готовой покупной кофточке и вот, соответственно, воспользоваться этими значениями. Ну, я думаю, здесь вы разберетесь. То есть здесь по таблице, вот я для себя ее нарисовала, написан возраст ребенка, рост ребенка, соответствующий возрасту. Далее мы должны знать для вязания нашего жакета окружность шеи ребенка, длина реглана, длина рукава и ширина изделия. Длину изделия вот здесь от подмышки до низа я не записывала, так как каждый из нас эту длину может связать по-разному. То есть кто-то захочет так, чтобы длина этой кофточки была до середины попы, кто-то так, чтобы попу прикрывала, кто-то захочет связать как вот именно кардиган, то есть вплоть там до колена его можно связать, этот жакет. Поэтому длину от подмышки до низа вы уже регулируете самостоятельно, исходя из ваших предпочтений. То есть мы сейчас с вами должны высчитать, сколько мы должны набрать петель для нашей горловины. Поэтому я здесь взяла окружность шеи ребенка, то есть 22,5 сантиметра. Я на свободу облегания в данном случае прибавила всего лишь 1 сантиметр. Я хотела так, чтобы этот воротничок хорошо облегал шею. Поэтому если, к примеру, вы захотите, чтобы эта свобода облегания была больше, то к окружности шеи вы можете прибавить, ну вот как от 1 до 5 сантиметров, в зависимости, вот исходя из того, как вы хотите, чтобы данная горловинка вот облегала шею ребенка. Поэтому в данном случае я прибавила всего лишь 1 сантиметр. И это получилось, что окружность шеи плюс вот 1 сантиметр свобода облегания получается 23,5 сантиметра. Теперь я беру этих 23,5 сантиметра и умножаю на плотность моего вязания, которую вот здесь мы с вами рассчитали. И это у меня получается 42,7. Сейчас я хочу, чтобы число мое было четным, поэтому я округлила до 42 петель. Опять же, можете округлять и до 44 петель на ваше усмотрение. Далее, получается, к моим 42 петлям я еще прибавила 7 петель. Это петли второй планки. Так как, смотрите, одна планка у нас входит в часть, в ширину нашего изделия, а вторая планка идет ровно внахлёст первой. И ширина этой планки у нас не учитывается в общую ширину изделия. Поэтому я как раз-таки и прибавила петли второй планки. То есть планка у меня и одна, и вторая будет состоять из 7 петель. И это у меня получилось, что я должна сейчас набрать для нашей вот горловины 49 петель.
Теперь этих 49 петель мы должны разделить вот на наши вот как раз-таки планки, рукава, спинку и регланные линии. Я это вот разделила следующим образом. Значит, смотрите, 49 петель. На регланные линии я отдала вот по одной петельке. 4 регланных линий, поэтому от 49 петель я отняла 4 петли, это которые мы отдаем на регланные линии, получила 45 петель. Далее 45 петель я разделила на 3 части, то есть одна часть это спинка, вторая часть это весь перед, и третья часть петель это у нас идет вот сразу на 2 рукава. То есть это получается у меня 15 петель. Поэтому 15 петель я сразу сейчас записала на спинку. Далее, смотрите, у нас по переду идет еще вторая планка. Поэтому я сейчас расчеты сделала следующим образом. Значит, смотрите, 15 петель, которые у нас должны идти наперед, то есть 15 перед, 15 спинка и 15 разделенное напополам, это получается 2 рукава. Поэтому 15 петель, которые у нас идут наперед, но к этому числу мы должны еще прибавить 7 петель. Это петли второй планки. Значит, смотрите, я хочу, чтобы эти рукава были не сильно широкие. То есть, ну вот, ширина получилась то, как мне и необходимо. Поэтому сейчас 7 петель, которые у меня должны идти на вторую планку, я забрала от рукавов. И это у меня сейчас получается по переду 15 петель, которые мы рассчитали, плюс 7 петель вторая планка. И это получается 22 петли. То есть вот здесь я это и написала. 7 петель одна планка, 7 петель вторая планка. И оставшиеся петли я разделила на 2 части. То есть получилось у меня по 4 петельки. То есть с учетом второй планки по переду у меня всего расположено 22 петли. Теперь мы берем, смотрите, 22 петли перед, плюс 15 петель спинка, плюс 4 регланных петли. Это получается 41 петля. Далее общее количество петель 49 минус 41 петля, которую мы уже с вами распределили, остается 8 петель. Этих 8 петель я как раз таки и делю на 2 рукава. Это получается 4 и 4 петли. Эти петли можно распределять по-другому. Ну, в данном случае я распределила это вот следующим образом. И, в принципе, результатом я довольна. То есть и рукава у меня получились хорошей ширины, и перед, и спинка, все у нас хорошо сочетается между собой. Поэтому вот по этому же принципу, если вас все устраивает, вы также можете распределить эти петли, исходя из вашего количества петель, которые вы должны набрать изначально. В принципе, с расчетами на начальном этапе мы с вами заканчиваем. В процессе вязания далее мы будем с вами делать еще небольшие расчеты, но это в процессе вязания я вам все подробнее еще покажу и расскажу. То есть самое главное, что мы должны были рассчитать в начале видео, это количество петель, которые мы с вами должны набрать, и это количество петель, которые мы с вами должны изначально набрать, мы разделили вот на наше изделие, то есть перед, спинка, рукава, регланные линии. Поэтому, друзья, надеюсь, с расчетами вам все понятно. И вы сейчас с удовольствием свяжете вот такой вот очень красивый жакетик вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. На круговые спицы диаметр спиц я взяла 3,5 мм. Длину я сейчас взяла 60 сантиметров. Для вязания можете использовать и более длинные спицы. Поэтому сейчас на круговую спицу я должна набрать по моим расчетам 49 петель. При наборе петель стараемся контролировать натяжение этих петель так, чтобы наборный край не был очень сильно туго перетянут. Петли я набрала, и сейчас мы будем вязать планку. Планку я буду вязать платочной вязкой, поэтому первую кромочную петлю я сейчас снимаю, и далее
Все петли я сейчас буду провязывать лицевыми и в лицевом, и в изнаночном ряду. Таким образом, вот эту нашу планку мы сейчас должны провязать 8 рядов и получить от наборного края 4 провязанных платочных дорожки. Все петли вяжем лицевыми и в лицевом, и в изнаночном ряду. Первую кромочную петлю в начале ряда мы просто снимаем, и последнюю кромочную петлю в конце каждого ряда мы будем провязывать изнаночной петлей. Итак, вот я провязала верхнюю планку у нашего жакетика. И смотрите, в высоту у меня здесь провязано, ну вот где-то примерно 2,5 сантиметра. То есть высоту этого участка вы можете провязывать абсолютно любое количество рядов. То есть можно связать и на несколько рядов больше, если вы хотите, чтобы вот эта часть воротничка была повыше. Но на возраст 0,3 месяца, мне кажется, вот этого размера в высоту здесь достаточно. То есть и от наборного края у меня провязаны 4 платочных дорожки, что соответствует 8 провязанным рядам. После того, как я провязала 8 рядов, вот провязывая все петли лицевые и в лицевом, и в изнаночном ряду, я сейчас вот развесила маркеры. Маркеры я развесила вот по этой схеме, по которой вот мы как раз таки распределяли наши петли. То есть вот 49 наших петель. Вот идет начало нашего ряда. То есть смотрите, вот 7 петель я отсчитала и повесила здесь фиолетовый маркер, то есть это будет идти планка. Планку я буду вязать платочной вязкой. Весь остальной жакет я буду вязать лицевой гладью на том участке, где я буду провязывать верхнюю часть. Поэтому 7 петель маркер, вот я его повесила. Дальше у нас идут 4 петли планки, маркер, 1 регланная петля, то есть вот маркер, 1 регланная петля, маркер. Далее 4 петли рукав, маркер, 1 петля регланная, маркер. Далее 15 петель спинки, 1 регланная петля, вот с двух сторон отмечена маркером, это вот она у нас идет. 4 петли рукав, маркер, регланная наша линия, вот это 1 петелька. Далее вторая часть передней части, вот этих 4 петли, и вторая планка со второй вот этой стороны 7 петель. И вот все это я отметила маркером каждый из участков, потому что сейчас мы с вами будем делать прибавление петель, то есть прибавлять петли на полочку, рукав и спинку, как раз таки около вот этих наших ярких желтых маркеров. Это вот идет лицевая сторона моего полотна. И мы приступаем к вязанию первого ряда. Сейчас, после того, как мы с вами вывязали вот этот наш верхний воротничок, сразу сейчас я буду делать первое отверстие для пуговицы. Поэтому вот смотрите, первую петлю я снимаю, вторую петлю провязываю лицевой, третью петлю провязываю лицевой, 3 петли вот у меня расположены на левой спице, и далее я делаю двойной накид. Вот раз, рабочую нить набрасываю на правую спицу от себя, и сразу второй раз. После чего следующих 2 петли я должна сейчас провязать 2 петли вместе за переднюю правую стенку, то есть наклоном получается в правую сторону. После чего провязываю еще 2 петли лицевых, это до фиолетового маркера. То есть планку мы с вами провязали, маркер перебрасываю на правую спицу, далее провязываю лицевыми петлями 4 петли нашей полочки до первого желтого маркера. Сейчас вот здесь около первого желтого маркера я буду прибавлять петлю. Прибавление петель я буду делать с помощью вот таких вот накидов. Смотрите, моя рабочая нить, я ее вот перекручиваю вот таким образом, делая такую петельку, и эту петлю набрасываю на правую спицу. То есть вот я прибавила 1 петлю,
Далее маркер желтый перебрасываю на правую спицу, регланную петлю я буду вязать изнаночной, поэтому дальше 1 петля изнаночная, маркер перебрасываю, и сразу после желтого маркера я также буду прибавлять петли. Это там, где у нас идет участок рукава. Также вот точно так же делаю петлю вот такую вот обвитие и накидываю на правую спицу. То есть вот с одной и с другой стороны нашей регланной линии мы прибавили по 1 петельке. Далее вяжем петли лицевые до вот следующего желтого маркера, то есть до следующей регланной линии. Здесь также прибавляем петлю, маркер перебрасываю на правую спицу, регланную 1 петлю я провязываю изнаночной, маркер перебрасываю на правую спицу, и после желтого маркера второго я также вот делаю прибавление 1 петли, то есть получается до и после 1 регланной петельки. Провязываю петли спинки лицевыми петлями. То есть вот до следующего желтого маркера. Здесь также делаем прибавление петли, маркер перебрасываю на правую спицу, 1 регланную петлю я провязываю изнаночной, маркер перебрасываю на правую спицу и делаю прибавление еще 1 петельки. То есть вот опять до и после регланной линии я прибавила вот по 1 петельке. Все остальные петли я также провязываю лицевыми до следующего желтого маркера. Прибавляю 1 петлю, маркер перебрасываю на правую спицу, регланную петлю провязываю изнаночной, маркер перебрасываю на правую спицу и делаю снова прибавление 1 петли. То есть еще раз, прибавление петель мы делаем только около вот этих желтых маркеров. То есть перед первым, после второго, перед первым, после второго и так далее. Далее провязываю петли лицевыми до фиолетового маркера. Фиолетовый маркер обозначает у нас петли планки, поэтому здесь никаких прибавлений мы не делаем, просто этот маркер перебрасываю на правую спицу и петли планки провязываю лицевыми петлями. Последнюю кромочную петлю здесь в конце ряда я провязываю изнаночной. И это мы с вами провязали первый ряд и сделали прибавление петель. Вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. В изнаночных рядах никаких прибавлений петель мы делать не будем. С изнаночной стороны мы приступаем к вязанию второго ряда. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее петли планки мы провязываем лицевыми и в лицевом, и в изнаночном ряду. Поэтому провязываю после кромочной петли 6 петель лицевых. Это до фиолетового маркера. Далее маркер фиолетовый я перебрасываю сейчас на правую спицу. И далее все остальные петли до второго фиолетового маркера в изнаночных рядах мы будем провязывать изнаночными петлями. То есть вот вяжу все петли изнаночными. Накиды, которые вот мы делали, я буду провязывать изнаночной петлей за вот эту переднюю короткую стенку. То есть вот наш накид, и за переднюю короткую стенку этот накид я провязываю изнаночной петлей так, чтобы здесь у нас не образовывалось никаких дырочек. Маркер перебрасываю сейчас на, получается, правую спицу, и смотрите, единственное, вот эти наши регланные линии мы вяжем с лицевой стороны изнаночными петлями, поэтому с изнаночной стороны петли регланных линий мы вяжем лицевыми. То есть регланную петлю я провязала лицевой петлей, маркер перебрасываю, и далее, получается, до следующего желтого маркера я все петли также провязываю изнаночными. То есть вот наш следующий накид, и его я провязываю изнаночной петлей за переднюю короткую стенку. Перед желтым маркером у нас снова будет идти наш накид, и его также я провязываю изнаночной петлей за переднюю короткую стенку. Регланную линию я провязываю лицевой петлей. Далее провязываю петли спинки также изнаночными петлями. То
есть вот изнаночная петля, это наш сделанный накид, наша прибавка. Маркер перебрасываю на правую спицу и регланную петлю провязываю лицевой. То есть так мы сейчас вяжем до конца. Получается второй изнаночный ряд. Изнаночная, довязала вот до фиолетового второго маркера, маркер перебрасываю на правую спицу, и петли планки мы сейчас будем провязывать лицевыми петлями. Здесь мы делали отверстие для пуговицы, поэтому провяжем сейчас внимательно. То есть вот первая петля лицевая, вторая петля лицевая, третья петля лицевая. И вот наш вот этот двойной накид. Этот накид я сейчас провяжу лицевой петлей вот за эту длинную стенку. И вот этих два накида с левой спицы я спускаю. То есть у нас должно получиться такое одно отверстие для пуговицы. И дальше продолжаю вязать этот ряд. Вот лицевая петля, лицевая, и кромочную петлю провязываю изнаночной. И вязание я переворачиваю сейчас на лицевую сторону. То есть вот с лицевой стороны, видите, идет отверстие для пуговицы. Сейчас мы приступаем к вязанию третьего ряда. Третий ряд у нас будет вязаться точно так же, как мы с вами провязывали и первый ряд. То есть около вот этих наших желтых маркеров мы будем делать прибавление петель. Еще раз давайте вместе провяжем. То есть первую петлю я снимаю, далее провязываю все петли лицевыми. Это петли планки. Маркер перебрасываю. Дальше здесь мы вяжем лицевую гладь, поэтому в лицевом ряду провязываем все петли лицевыми. В тот момент, когда мы вот довязали до желтого маркера, вначале мы должны прибавить вот одну петлю. Маркер перебрасываю на правую спицу, регланную петлю в лицевом ряду я провязываю изнаночной петлей, желтый маркер перебрасываю на правую спицу, и после второго желтого маркера я также прибавляю одну петлю. И опять провязываю петли, получается рукава лицевыми петлями. Когда я довязала до вот следующего желтого маркера, прибавляю вот одну петлю. Далее регланную петлю провязываю изнаночной. И после регланной этой петли я снова прибавляю одну петельку. И продолжаю вязать все петли лицевыми до следующей регланной нашей петельки. Прибавляю петлю, маркер перебрасываю, далее регланную петлю провязываю изнаночной, после изнаночной петли снова делаю прибавление одной петли и продолжаю вязать этот ряд вот до конца, делая прибавление петель около вот этих наших желтых маркеров, ну или вот около этой нашей регланной петли. Итак, вот я практически довязала до конца третий ряд, то есть до фиолетового второго маркера я довязала. Маркер перебрасываю фиолетовый на правую спицу и провязываю петли планки лицевыми петлями. Последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной петлей и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны четвертый ряд мы сейчас должны провязать точно так же, как только что мы с вами провязали второй изнаночный ряд. То есть наши накиды мы провязываем вот эти изнаночной петлей за переднюю короткую стенку. Далее регланные линии в изнаночном ряду мы провязываем лицевыми петлями. Вот эта остальная часть, вот между регланными линиями, у нас будет провязываться изнаночными петлями. Там, где у нас идет планка с одной и с другой стороны, здесь мы вяжем все петли лицевыми и в лицевом, и в изнаночном ряду. Таким образом, прибавление петель около вот этих наших регланных линий мы будем делать в каждом лицевом ряду. Мы дальше продолжаем вывязывать весь наш реглан так, чтобы длина этих регланных линий у нас была, вот в моем случае, равна 10 сантиметрам. И здесь смотрите, в процессе вязания мы
не забываем делать отверстия для наших пуговиц. В моем случае, смотрите, вот наше идет первое отверстие. Вот это первое отверстие здесь мы сделали. Дальше, смотрите, делать отверстия для пуговиц я буду после 8 провязанных платочных дорожек. То есть, смотрите, под первым отверстием я считаю именно платочные дорожки. То есть вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть в тот момент, когда под нашим отверстием будет провязано 8 платочных дорожек, ну или это будет соответствовать 16 провязанным рядам, я буду делать второе отверстие для пуговицы. Давайте, в принципе, я сейчас за кадром провяжу вот эту длину регланной линии до второго отверстия, далее подключусь и еще раз покажу, как мы делаем эти отверстия. Поэтому дальше продолжаем вязать длину этой регланной нашей линии, делая прибавление петель вот по той схеме, которую только что я вам показала. Итак, смотрите, вот я провязала часть реглана. Здесь от моего первого отверстия вниз вот я провязала всего 8 платочных дорожек. И теперь я буду сразу делать следующее отверстие для пуговицы. Показываю еще раз. Первую кромочную петлю снимаю, далее провязываю 2 петли лицевых, после чего делаю двойной накид, 2 петли провязываю вместе лицевой петлей, далее провязываю еще 2 лицевых петли. И далее в лицевом ряду продолжаю делать прибавки около наших регланных линий. Итак, вот я провязала уже ряд с изнаночной стороны и дошла вот как раз таки до нашего отверстия на планке. Здесь мы сейчас провязываем вот 3 петли лицевых. И далее вот наш идет двойной накид. Этот накид я сейчас провязываю вот за длинную стенку лицевой петлей и 2 обвития этих спускаю. И после чего довязываю вот петли лицевыми. 1, 2 петля лицевая и кромочную последнюю петлю провязываю изнаночной. И вязание переворачиваю снова на лицевую сторону. То есть таким образом мы дальше продолжаем вывязывать всю длину наших регланных линий, делая прибавление в лицевых рядах. Итак, вот я вывязала всю длину регланных линий. То есть в моем случае длина регланных линий должна быть равна вот 10 сантиметрам. То есть это вот от спицы до воротничка. После того, как мы с вами вывязали вот всю нашу переднюю часть нашего жакета, теперь мы с вами будем вывязывать азиатский росток. Азиатский росток у нас вывязывается за счет длины спинки. Перед тем, как мы с вами приступим к вывязыванию ростка, сейчас нужно будет подготовить нить контрастного цвета, так как нитью контрастного цвета я буду закрывать петли рукава. И здесь у меня вот длина этой регланной линии, если в рядах, у меня здесь всего после воротника провязано 24 ряда. Или, смотрите, получается, воротничок наш состоит из 1, 2, 3, 4 платочных дорожек. И далее вот по полочке, это та часть, где мы начали вывязывать вот как раз-таки наш реглан, у меня провязано еще плюс 12 платочных дорожек. И теперь смотрите, с учетом сделанных прибавок, давайте разберемся, сколько на спицах у меня сейчас расположено петель. Значит, смотрите, 7 петель планка, далее вот это наша полочка передняя, 16 петель, то есть после 7, далее 1 петля регланная. На рукаве у меня сейчас с учетом сделанных прибавок расположено 28 петель, 1 регланная петля, и по спинке у меня здесь всего расположено 39 петель. Ну и, соответственно, здесь с этого края идет все точно так же. Теперь, смотрите, мы вязание берем лицевой стороной вверх, и вначале мы провяжем петли планки и полочки. То есть здесь мы сейчас провязываем все петли лицевыми.
И вот смотрите, с лицевой стороны я провязала лицевыми петлями петли планки и петли полочки до регланной петли. Теперь на этом этапе давайте сделаем небольшие расчеты для того, чтобы нам дальше впоследствии не ошибиться. Сейчас мы с вами должны высчитать, сколько у нас должно быть петель на нашем теле. Ну вот, смотрите, если мы сейчас посмотрим на нашу кофточку, ширина этой кофточки на возраст 0,3 месяца должна быть где-то примерно около 25 сантиметров. Плюс-минус 1 сантиметр большого значения иметь не будет, поэтому я буду исходить из ширины, равной 25 сантиметрам. Теперь смотрите, что получается. 25 сантиметров это как бы полуширина. Если в развернутом виде ширина моего полотна должна быть равна, соответственно, 25 это передняя часть плюс 25 сантиметров задняя часть спинки. Итого 50 сантиметров. Здесь пока планку, которая у нас идет внахлёст, мы не учитываем. Мы берем просто ширину изделия. Теперь мы берем ширину нашего изделия, вот здесь, которую мы хотим получить. И эту ширину мы должны умножить на плотность нашего вязания, то есть количество петель в 1 сантиметре. Плотность моего вязания получается 1,8, 1,8. То есть 50 я умножаю на плотность моего вязания. И это у меня сейчас получается 90,9. Это мы рассчитали количество петель, которое у нас должно идти по телу, так, чтобы мы получили нужную ширину нашего вот как раз таки изделия. Но плюс к этому числу я еще прибавлю 7 петель. 7 петель это у нас идет вторая планка, так как видите, одна планка у нас идет внахлёст второй планки, и она у нас не входит в ширину нашего изделия. Поэтому я сейчас еще прибавляю 7 петель, и итого получается 90, скажем так, 1 здесь, если до целого числа мы округляем, плюс 7, 98 петель. То есть сейчас, когда мы с вами будем вывязывать тело, мне нужно получить здесь, вот на нашем теле, в итоге 98 петель. Теперь мы берем наши петли, которые вот мы с вами только что прибавляли, и их мы сложим за вычетом рукавов. Петли рукава мы сейчас будем закрывать вот контрастной нитью. Поэтому здесь вот у нас сейчас получается 7 петель планка плюс 16 петель полочка плюс петли регланных вот этих линий, то есть одна эта петля я буду отдавать, смотрите, здесь на полочку и здесь на спинку, то есть не в рукава, а на полочке и спинку. Поэтому плюс 1 регланная петля. Далее петли рукава мы с вами закрываем, и у нас сразу получается еще плюс 1 регланная петля. Далее идут петли спинки, то есть у меня их 39 сейчас. Дальше у нас идет все в обратном порядке. 1 регланная петля, петли рукава мы закрываем, еще 1 регланная петля, 16 петель полочка и 7 петель вторая планка. То есть вот мы сейчас должны сложить все эти цифры, и это у меня сейчас получается 89. То есть видите, петель мне здесь недостаточно. К этому числу мы с вами сейчас еще прибавим 6 петель. 6 петель это я буду вот здесь, после того, как вывяжу азиатский росток, добирать 3 петли на подрезы. 3 петли на подрезы также будут учитываться в ширину нашего полотна. Поэтому здесь еще плюс 6 петель подрезы. Это получается 95. И вот здесь мне не хватает, буквально получается 3 петли. Я сюда еще сейчас прибавлю 4 петли в тот момент, когда я буду вывязывать азиатский росток. Сейчас
я покажу, каким образом я это буду делать. Если здесь вам не хватает большее количество петель, то вот как минимум несколько петель можно будет добрать, если это вам необходимо. Вот на данном этапе, когда мы провязали планку, полочку до регланной петли, можно здесь сейчас прибавить еще плюс одну петлю, после чего провязать вот как раз таки эту нашу регланную петлю, которая у нас сейчас уходит на нашу полочку. Эту регланную петлю здесь в этом месте я провяжу сейчас изнаночной. Больше здесь я петель не прибавляла, так как я рассчитала, мне сейчас будет достаточно петель вот как раз таки по вот этим моим расчетам. То есть вот у нас на спице расположены планка и полочка. Маркер убираю, и далее получается петли рукава, то есть 20 этих 8 петель мы должны или переснять на булавку, на нить контрастного цвета, или я сейчас их закрою контрастной нитью. То есть я беру нить контрастного цвета и получается закрываю 28 петель. Петлю провязала, протянула и спустила. То есть таким образом я закрываю все эти петли вот до нашей регланной линии. Итак, вот я закрыла все петли рукава, 28 петель, нить я вытащила, отложила, вот 28 петель. Далее вот этот маркер, который у нас обозначал вот эту регланную петлю с двух сторон, я убрала. И теперь мы с вами должны взять нить или от второго моточка, или из середины вот этого нашего основного мотка. То есть я беру нить от второго мотка, и сейчас вот здесь по спинке мы с вами будем вывязывать азиатский росток. Поэтому кончик нити прикладываю к краю, и вот эту первую регланную петлю я сейчас провяжу лицевой. В данном случае это будет являться кромочной петлей. Маркер убираю, и теперь на протяжении вязания ростка в лицевых рядах я дальше буду продолжать делать прибавление петель. То есть сейчас вот этих 4 петли я буду прибавлять вот как раз таки по спинке. Росток мой будет состоять из 4 провязанных рядов. Это получается 2 лицевых и 2 изнаночных ряда. И вот как раз таки в 2 лицевых рядах в начале и в конце ряда около вот этой нашей регланной петли, которая у нас относится вот как раз таки к спинке, я буду прибавлять также по одной петельке. То есть смотрите внимательно, первую петлю я провязала вот лицевой. В данном случае это будет идти первая кромочная петля, или вот это идет петля регланной линии. Далее сразу в начале ряда я прибавляю одну петельку, точно так же, как мы это провязывали и вот здесь. После чего провязываю петли спинки с лицевой стороны, провязываю все петли лицевыми. Лицевые петли я провязываю вот ровно до следующей регланной этой нашей петли, до маркера. Лицевая, маркер убираю. И теперь перед вот этой регланной петлей я также в конце ряда прибавляю вот одну петельку, после чего регланную петлю провязываю изнаночной. В данном случае это также будет являться нашей кромочной петлей. Маркер этот вот второй я также убираю. То есть петли спинки я провязала, и вязание переворачиваю сейчас на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую петлю я снимаю, и вот наша прибавка, ее я провязываю изнаночной петлей за переднюю короткую стенку. И далее все остальные петли спинки я провязываю изнаночными до конца этого ряда. В конце ряда вот изнаночной петлей я провязываю нашу прибавку, и последнюю петлю также провязываю изнаночной. Кончики подтягиваю, вязание переворачиваю на лицевую сторону. Это мы с вами провязали 2 ряда ростка. Вяжем 3 лицевой ряд. Точно так же, как и первый. Первую петлю я снимаю, и сразу после первой петли я делаю прибавление одной петельки. Далее провязываю сейчас петли лицевыми.
вот здесь получается, сейчас эта граница четко видна, до вот этой нашей регланной петли. Вот у меня осталось 2 последних петли от спинки. Первую петлю провязываю лицевой с лицевой стороны, делаю прибавку еще одну в конце лицевого ряда и последнюю петлю провязываю изнаночной. И вязание переворачиваю на изнаночную сторону. И теперь с изнаночной стороны я сейчас должна провязать вот все петли изнаночными. То есть это вот наша прибавка после кромочной петли. И вот все остальные петли, то есть именно петли спинки, мы провязываем изнаночными. То есть вот до конца ряда. Итак, по спинке я довязала до конца ряд с изнаночной стороны, и ниточку вот эту мы здесь можем уже обрезать, она нам больше не нужна. То есть присоединяли вот кончик нити просто для того, чтобы вывязать этих 4 ряда ростка. То есть вот таким образом сейчас выглядит мое вязание. Петли нашей полочки передней, рукав, где мы закрыли сейчас петли, и спинка. Сейчас мы продолжаем вот здесь провязывать ряд с лицевой стороны после того, как мы вывязали росток. То есть тут, где у нас идет сейчас рукав, на подрезы я должна прибавить 3 петельки. Единственное, все-таки вот эту последнюю петлю регланной линии вот здесь от нашей полочки, здесь я провяжу все-таки лицевой петлей. И далее на наши подрезы я должна прибавить сейчас 3 петельки. То есть точно так же, как мы прибавляли эти петли на регланных линиях. То есть вот первая петля, вторая петля и третья петля. 3 петли вот здесь я прибавила. И далее продолжаю вязать петли спинки, провязывать просто все петли лицевыми. То есть вяжем сейчас петли лицевыми до нашего второго рукава. То есть вот лицевая петля, лицевая, это петля последняя спинки, и далее идут петли рукава, 28 петель. Сейчас этих 28 петель мы также будем закрывать нитью контрастного цвета. То есть вот кончик контрастной нити я просто прикладываю к краю, и сейчас буду закрывать все петли. Первую петлю провязываю лицевой, вторую петлю провязываю лицевой, и первую петлю протягиваю и спускаю через провязанную. Провязала, протянула и спустила. Так я сейчас закрываю все петли рукава вот до нашей регланной петли. Итак, я закрыла все петли рукава. Последнюю петлю я беру и просто вытаскиваю. Ниточку от моточка я уже, естественно, обрезала. Маркер убираю. Теперь, смотрите, мы дальше продолжаем вязать ряд с лицевой стороны. То есть после того, как мы закрыли петли второго рукава, сейчас также я здесь должна прибавить 3 петли на подрезы. 1, 2 и 3. Далее регланную петлю я сейчас провязываю лицевой, маркер убираю и продолжаю вязать петли второй полочки, провязывая вот их все лицевыми. После чего петли планки здесь также я провяжу лицевыми петлями. Итак, я довязала до конца ряд с лицевой стороны. И вот мы с вами вывязали всю высоту реглана. Нитью контрастного цвета мы закрыли петли рукавов и объединили вот в единое полотно полочка, спинка и полочка. И на спицах у меня сейчас, по моим расчетам, расположено 99 петель. То есть это то количество петель, которое мне и необходимо для того, чтобы получить нужную ширину изделия. Теперь вот получается вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. Вот идет моя ниточка от моточка. Сейчас я провяжу, получается, еще ряд с изнаночной стороны, после чего приступлю к вывязыванию основного узора. То есть здесь вначале провязываю петли планки лицевыми петлями.
маркер перебрасываю на правую спицу. И далее все остальное полотно до второй планки я здесь буду сейчас провязывать изнаночными петлями. И вот я подхожу к подрезам, то есть к 3 петлям, которые мы прибавляли. И вот они у нас идут здесь, мы их провяжем изнаночными петлями за вот переднюю короткую стенку, точно так же, как мы провязывали наши прибавки вот в регланных линиях. 1 изнаночная петля, 2 изнаночная петля, и вот идет 3 изнаночная петля. И дальше продолжаю вязать этот ряд до конца, вот провязывая все петли изнаночными. Итак, ряд с изнаночной стороны я довязала до конца. Вязание переворачиваю на лицевую сторону. И теперь мы с вами приступаем к вязанию нашего основного узора. Первый лицевой ряд. Петли планки мы продолжаем вязать лицевыми и в лицевом, и в изнаночном ряду. То есть здесь у нас ничего не меняется. И мы не забываем делать наши отверстия. То есть пока у нас этих отверстий 2. Так, маркер перебрасываю на правую спицу. И сейчас, смотрите, в первом лицевом ряду я все петли до конца этого ряда должна провязать лицевыми. Довязала до планки, маркер перебрасываю на правую спицу и петли планки провязываю лицевыми. Кромочную провязываю изнаночной, и вязание вот я перевернула на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приступаем к вязанию второго изнаночного ряда. Вначале лицевыми петлями я провяжу петли планки. И далее начинаем вывязывать наш узор. Правую спицу я сейчас вставляю в промежуток между 2 и 3 петлей. Захватываю рабочую нить, вынимаю петельку, после чего первую и вторую петлю с левой спицы я сейчас должна провязать 2 петли вместе лицевой петлей. И опять правую спицу вставляю в промежуток между первой и второй петлей. Вынимаю длинную петельку и 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. То есть раппорт нашего узора будет равен 2 петлям, а на спицах у меня расположено всего 99 петель, поэтому здесь в процессе вязания вот сейчас нашего второго ряда можно или прибавить 1 петлю, или наоборот сократить 1 петельку, так чтобы здесь вот ровно вписаться в раппорт нашего узора. Поэтому здесь где-нибудь вот в районе наших подрезов я сейчас прибавлю 1 петлю. Между 2 и 3 петлей вставляю спицу, вынимаю петельку и 2 петли с левой спицы я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей. И опять между 2 и 3 петлей вставляю спицу, вынимаю петлю и 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. Так, мы сейчас вяжем 2 изнаночный ряд до конца. Сейчас вот единственное, вместе прибавим вот эту нашу одну недостающую петлю. Так, здесь смотрите, давайте здесь вот первую петлю я сейчас сниму, так, и подниму вот протяжку, которая расположена между 2 этими петлями. Эту протяжку я сейчас одену, получается, на левую спицу, петлю возвращаю обратно. То есть эта поднятая протяжка у нас сейчас будет считаться за петельку, поэтому между вот 2 и 3 петлей, то есть протяжкой, которую мы подняли, и следующей петелькой я вставляю спицу, вынимаю петельку, и вот этих как раз таки 2 петли, петля плюс поднятая протяжка, провязываю вместе лицевой петлей. То есть вот здесь в этом месте я сейчас прибавила 1 недостающую петлю,
так, чтобы вот ровно вписаться в раппорт узора. Если у вас вот на спицах расположено четное количество петель, то просто продолжаем вязать ряд с изнаночной стороны, вывязывая наш основной узор. Итак, вот я вывязала наш узор до вот нашей планки в конце ряда. И далее петли планки я провязываю сейчас лицевыми. Кромочную провязываю изнаночной и вязание переворачиваю сейчас вот на лицевую сторону. Третий лицевой ряд. Провязываем в начале петли планки лицевыми петлями. Маркер перебрасываю на правую спицу и приступаем вот как раз таки к вывязыванию нашего узора. По сути, третий ряд будет вязаться точно так же, как мы с вами провязывали и второй ряд. То есть правую спицу я вставляю в промежуток между вот получается второй и третьей петлей. Вот этот промежуток. Захватываю рабочую нить, вынимаю петельку и 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. И опять промежуток между второй и третьей петлей, вставляю спицу, вынимаю петельку и 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. То есть так мы довязываем до конца третий лицевой ряд. Итак, вот я довязала до конца третий лицевой ряд до планки. Теперь я провяжу петли планки лицевыми петлями. Вязание переворачиваю на изнаночную сторону. Здесь также в начале я провяжу петли планки лицевыми петлями. И приступаем к вязанию 4-го изнаночного ряда. Маркер перебрасываю на правую спицу. Значит, смотрите, то есть у нас идут петли, расположенные вот по группам, состоящие вот из 2 петелек. Теперь смотрите, первую петлю я буду провязывать лицевой, вторую петлю снимаю, не провязывая, рабочая нить расположена за работой. И опять первую петлю провязываю лицевой, вторую петлю снимаю, не провязывая, рабочая нить расположена за работой, то есть по лицевой стороне. Одна лицевая, далее петлю снимаю, не провязывая, рабочая нить за работой. Лицевая и 1 петлю снимаю. Так мы вяжем вот до конца 4-й изнаночный ряд. Итак, вот я довязала до конца 4-й изнаночный ряд, и вязание переворачиваю сейчас на лицевую сторону. С лицевой стороны приступаем к вязанию 5-го лицевого ряда. Вначале провяжу петли планки, провязывая их все лицевыми. Маркер перебрасываю на правую спицу и далее приступаем к вязанию основного узора. В 5-м лицевом ряду я сейчас должна провязать все петли до конца этого ряда лицевыми. Пятый лицевой ряд я довязала до конца, провязывая вот все петли лицевыми, и вязание я переворачиваю сейчас вот на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приступаем к вязанию 6-го изнаночного ряда. Кромочную петлю я снимаю, далее провязываю петли планки лицевыми петлями. И далее в 6-м изнаночном ряду я сейчас должна провязать все петли до конца этого ряда изнаночными. Итак, вот я провязала все петли изнаночными до планки в конце ряда. Планку в конце ряда я провязываю лицевыми петлями. И вот мы с вами сейчас провязали 6 рядов основного узора. Этих 6 рядов и будут являться раппортом нашего узора в высоту. То есть далее мы наше вязание будем повторять с 1 по 6 ряд, вывязывая всю длину нашего жакета. И сейчас, смотрите, мы снова, получается, будем приступать к вязанию 1-го ряда 2-го раппорта. И сейчас вот как раз получается мы должны сделать 3-е отверстие
для нашей пуговицы. Так как вот под вторым отверстием мы сейчас провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 платочных дорожек. То есть вот лицевой ряд, первую петлю я снимаю, далее провязываю еще 2 петли лицевых, делаю двойной накид, 2 петли провязываю вместе лицевой петлей и еще 2 лицевых петли. То есть вот я сделала отверстие под третью пуговицу. Далее маркер перебрасываю на правую спицу, и получается в первом лицевом ряду второго раппорта мы сейчас должны провязать все петли до конца этого ряда лицевыми. То есть таким образом, повторяя наше вязание с 1 по 6 ряд, мы вывязываем всю длину нашего жакета, как я сказала. И здесь всего у меня провязано, получается, вот от подмышек 1, 2, 3, 4, 5, 6 раппортов узора. И далее в конце платочной вязкой я провязала нижнюю планку. Но в любом случае мы ориентируемся не только на количество провязанных этих раппортов, но и на количество сантиметров, то есть от подмышки до низа нашего изделия. Здесь мы учитываем то, что вот внизу на вот эту нижнюю планку нам понадобится где-то примерно 3-3,5 сантиметра. И здесь самостоятельно в процессе вязания я еще сделаю, получается, 4-е отверстие, а вот это 5-е отверстие, наверное, мы с вами будем его провязывать уже вместе, так как оно вяжется в начале нашей планки. Итак, смотрите, вот я на нашем жакете провязала, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6 раппортов узора вниз. Это тело нашего жакета. И теперь давайте измерим высоту. Вот здесь, значит, от подмышки до лески. Высота провязанного участка получается равна 13 сантиметров. И теперь мне осталось вывязать только нижнюю планку. Нижнюю планку я буду провязывать платочной вязкой. Поэтому основной узор мы больше не вывязываем. Здесь вот получается первую петлю я снимаю, и сейчас все петли в лицевом ряду я буду провязывать лицевыми, то есть и петли планки, и петли тела нашего жакета, я их все провязываю лицевыми до конца этого ряда. Кромочную петлю провязываю изнаночной в конце ряда, вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, далее провязываю петли планки лицевыми петлями. Маркер перебрасываю на правую спицу, и теперь во всех изнаночных рядах мы также будем провязывать все петли лицевыми. То есть и петли планки, и петли тела у нашего жакета, мы их все будем провязывать сейчас лицевыми и в лицевом, и в изнаночном ряду. Поэтому второй изнаночный ряд довязывайте самостоятельно, провязывая все петли лицевыми. Ряд с изнаночной стороны я довязала до конца, вязание переворачиваю снова на лицевую сторону. То есть вот от нашего последнего отверстия у меня провязано всего, получается, 8 платочных дорожек. И теперь я буду формировать последнее отверстие. То есть точно так же, как мы это делали и на протяжении вот всего вязания. Первую петлю снимаю, далее 2 петли провязываю лицевых, делаю двойной накид, и 2 следующих петли провязываю 2 петли вместе лицевой петлей. И далее провязываю вот все остальные петли лицевыми. В принципе, вот эти маркеры, которые у нас обозначают петли планки, мы можем уже убрать, так как здесь мы всю нижнюю часть будем вязать платочной вязкой. То есть все петли провязываем лицевыми и в лицевом, и в изнаночном ряду.
А всего этих рядов вот нашей планки я должна провязать 11. Поэтому вот получается с 3-го лицевого по 11 ряд провяжите этот участок самостоятельно, провязывая все петли лицевые и в лицевом, и в изнаночном ряду. Итак, смотрите, вот я провязала 11 рядов нижней планки. То есть это получается вязание я сейчас вот закончила, провязав ряд с лицевой стороны, так как закрывать петли я сейчас буду по изнаночной стороне. Поэтому я сейчас беру мое вязание, разворачиваю его изнаночной стороной к себе, и по изнаночной стороне я сейчас буду закрывать все петли этого ряда. То есть я это буду делать следующим образом. Первую петлю снимаю, вторую петлю провязываю вот лицевой, и первую петлю вот протягиваю и спускаю через провязанную. И опять одну петлю провязала, петлю протягиваю и спускаю. Провязала, петля, которая находилась на спице, я ее протягиваю и спускаю через только что провязанную петельку. При закрытии петель сильно туго мы эти петли не затягиваем, так, чтобы этот край не был очень туго затянут. То есть он должен быть так же, как вот наше основное полотно. Он не должен быть стянут. Итак, вот я закрыла все петли этого ряда до конца. Одна последняя петля осталась. Ее я вытаскиваю подлиннее. Спицы мы откладываем. Ниточку от моточка здесь я уже обрезала, и далее в эту нашу последнюю петлю я продеваю кончик нити, который обрезала от моточка, и аккуратно, то есть вот хорошенечко здесь все затягиваю, чтобы у нас все было максимально аккуратно и красиво. Далее впоследствии мы этот кончик спрячем вот по изнаночной стороне. И смотрите, вот такой вот красивый край у нас сейчас с вами получился. То есть идет такая, как получается, 6-я платочная дорожка, так как здесь у нас провязано 1, 2, 3, 4, 5 платочных дорожек, и вот этой 6-й платочной дорожкой как бы мы закрыли петли этого ряда. И вот такой вот жакетик на данном этапе у нас сейчас с вами получается. Давайте измерим вот эту длину сейчас, то есть вот от подмышки до края, где мы закрывали петли, но это еще вот до влажной обработки, то есть до стирки. Эта длина равна вот 16 сантиметров. Ширина изделия до вот опять же нашей стирки сейчас получается равна 24 сантиметра. И общая длина, то есть вот здесь от плеча, где вот горловинка у нас идет, до низа на данном этапе получается равна, ну, примерно 26-26,5 сантиметров. Теперь мы с вами приступаем к вывязыванию рукавов. Начинать вязать рукав я вот как раз таки буду вот с этой, получается, правой стороны. Смотрите, вязать рукав я сейчас буду также спицами 3,5 миллиметра. Длину я использую также 60 сантиметров. Это от кончика до кончика спицы. Единственное, для вязания рукава я сейчас возьму укороченные спицы. Здесь на самом деле этот момент не принципиальный. То есть это у меня идут съемные спицы Ади. 3,5 миллиметра, длина 60 сантиметров. Просто рукав мне этими спицами вывязывать более удобно. Дальше берем, соответственно, наш жакет. Вот здесь, получается, мы закрывали петли этого ряда, поэтому вот здесь от этой полочки вот я сейчас распущу эту белую нить и подниму сейчас вот первую петельку. Вот она у нас идет, первая петля. Вот уже вторая петля идет. И теперь вот смотрите, я буду, соответственно, вот одну петлю поднимаю, белую нить, вот распускаю, одеваю мятную петлю на спицу, белую петлю вот распускаю. Итак, смотрите, вот я подняла все петли на спицы. Это те петли, где мы закрывали
рукав, петли рукава. Здесь у меня сейчас на спицах расположено 28 петель, то есть то же количество петель, которые мы и как раз таки закрывали на наш рукав. Теперь давайте перед тем, как приступим к вязанию рукава, сделаем небольшие расчеты. Значит, смотрите, вот здесь, вот в верхней части ширина моего рукава, я хочу, чтобы была где-то примерно 9,5-10 сантиметров. Сейчас рукав мы будем вязать круговыми рядами. И, как правило, вот плотность вязания по кругу получается немножко плотнее, нежели когда мы вяжем полотно поворотными рядами. Поэтому я буду как раз таки рассчитывать из ширины рукава 10 сантиметров. Ну и вот как раз таки 9,5-10 сантиметров ширина рукава где-то должна и получиться. Поэтому, смотрите, 10 сантиметров это получается вот полуокружность, соответственно 10 и 10 это получается 20 сантиметров. То есть понятно, да? 10 здесь и 10 вот именно по спинке. 20 сантиметров ширина рукава. Эту ширину мы умножаем на плотность нашего вязания. То есть плотность я считаю вот именно того образца, который мы вязали поворотными рядами. То есть это получается 1,8, 1,8. То есть плотность моего вязания. И это у меня сейчас получается 36,36. То есть для того, чтобы получить рукав нужной мне ширины, у меня на спицах должно быть где-то вот примерно 36-38 петель. Так как количество петель должно быть четным, я сейчас буду исходить из вот как раз таки вот 36 петель, так, чтобы вот получить рукав нужной мне ширины. Здесь сейчас на спице вот я подняла всего лишь 28 петель, поэтому 36 минус 28 петель, которые мы с вами только что подняли, и это получается, мне не хватает 8 петель. Поэтому вот идут петли моего рукава, вот таким образом сейчас это все выглядит. И получается, смотрите, вот здесь, то есть я должна сейчас поднять 4 петли, и 4 петли вот с этой стороны. Итого получится вот как раз таки 8 петли. Самое главное поднимать так, чтобы здесь у нас не образовывалось никаких больших дырочек. Поэтому просто внимательно мы их сейчас с вами поднимем вместе. Так, вот здесь около регланной линии я сейчас подниму. Так, давайте... Вот, в принципе, вот эту стеночку. Раз. Дальше я смотрю, поднимаю вот эту стеночку петли. 2. Дальше поднимаю вот та часть, где у нас шли подрезы. 3. И вот 4. 4 петли я подняла. Здесь сейчас можно повесить маркер, он будет обозначать вот центр начала нашего ряда. Сейчас просто более удобно 4 оставшихся петли поднять также вот на правую спицу. Продолжаю поднимать петли, то есть вот за вот эту стеночку. Раз, подниму сейчас петлю. Вот 2 по лицевой глади. 3. И вот это 4. Вот так. 4 этих петли, которые я только что подняла, я сейчас вот, в принципе, вот пересниму на левую спицу. Все, все петли мы сейчас с вами подняли. То есть на спицах у меня расположено 36 петель. Далее я беру нить вот от моточка. Кончик этой нити я сейчас вот просто прикладываю к краю. С учетом того, что я буду сейчас вязать способом Magic Loop, можно этот маркер вот здесь повесить на полотно. То есть для наглядности это идет начало нашего ряда. Далее нить я просто вот кладу в изнаночную сторону, спицу вот аккуратно вынимаю. То есть у нас здесь петля из лески и здесь. Так, кончик вот внутри пальчиком придерживаю
И длину нашего рукава я буду вязать лицевой гладью. То есть первую петлю провязываю сейчас вот лицевой, вторая петля лицевая, это те петли, где мы сейчас вот поднимали по полотну. Третья лицевая петля, четвертая лицевая петля и так далее. Мы вяжем вот этот ряд, провязывая все петли лицевыми. То есть вот одну часть мы провязали, далее вот вязание переворачиваю, спицу эту я подвигаю к краю, так эту спицу вот вытаскиваю и продолжаю вязать петли рукава второй вот части. Если неудобно вязать вот именно на длинных круговых спицах рукав, можете связать его и чулочными спицами. То есть здесь уже на ваше усмотрение, как вам удобнее. То есть самое главное, что здесь мы вяжем наш рукав, получается, круговыми рядами. То есть вот лицевая, лицевая. Это вот как раз таки те петли, которые мы поднимали. Их я всегда провязываю все петли за правую стенку петли, поэтому я внимательно смотрю. Лицевая, и вот здесь еще одна лицевая петля. После того, как я провязала один круговой ряд, я возьму вот маркер, и вот смотрите, одна петля расположена на леске, и под этой петлей на леске у нас идет лицевая петелька. Ее сейчас я отмечу маркером. То есть это мы будем считать, что мы провязали первый ряд нашего рукава. Отмечаем эти участки маркером для того, чтобы потом второй рукав связать симметрично первому. То есть первый ряд у нас провязан. Вязание вот я переворачиваю. И точно так же мы сейчас продолжаем вязать уже второй ряд. Можно этот рукав вязать и поворотными рядами. Ну, в этом случае вам нужно будет его сшивать. Ну, мы сейчас вот в мастер-классе вяжем именно этот рукав по кругу. Вот все петли я провязываю лицевыми. Так, ну я думаю, здесь все понятно. Просто вяжем круговыми рядами вот лицевую гладь на нужную длину. Теперь давайте разберемся, что касается убавок на этом рукаве. Я буду делать всего лишь 4 убавки, так как здесь на самом деле рукав получается такой не сильно широкий, и я не хочу, чтобы этот рукав у нас был вот именно к манжету совсем узкий. Поэтому я здесь в процессе вязания убавлю всего лишь 4 петли, то есть сделаю убавление 2 раза. Вот только что один рукав для своего первого жакета я связала, то есть вот таким образом это у нас должно смотреться. То есть смотрите, вот у нас идет рукав, ширина этого рукава вот сейчас до стирки у меня идет 9,5 сантиметров. Ну вот в принципе я говорю, после стирки там 9,5-10 сантиметров эта ширина должна быть. То есть вот такой отворот. И вот здесь у меня также все эти мои провязанные участки отмечены маркером. Значит, смотрите, вот я начала провязывать первый ряд. Также здесь я этот ряд отметила маркером. Как я сказала, убавление петель я буду делать всего лишь 2 раза. По этому же принципу расчетов я просто рассчитала, что мне нужно сократить 2 петли, так как, смотрите, если вот здесь общая ширина я рассчитывала вот также, исходя из ширины 10 сантиметров, 10 плюс 10, 20, так? Соответственно, вот здесь я хотела, чтобы к вот этому манжету эта ширина сократилась где-то примерно на 1,5 сантиметра. Ну вот я сейчас это все записала, то есть 20 сантиметров общая ширина, минус где-то вот 1,5-2 сантиметра. Ну вот я расчет опять же делала по большему значению, то есть 18,5 сантиметров умножила на плотность вязания, и это у меня получилось 33 целых петли. 36 минус 33 это получается 3 петельки. Ну вот до целого числа я сокращала, соответственно, 4 петли убавляла.
Так, ну вот этих 4 петли в начале первой, в конце второй спицы и также в начале первой и в конце второй спицы. Общая, смотрите, длина рукава до манжета, я считаю. Так, у нас получается, ну вот где-то примерно 15 сантиметров. Почему говорю до манжета? Потому что 15 сантиметров общая длина, это и есть длина, скажем так, нашей руки. Манжет вот именно я планирую так, чтобы он у нас был вот именно вот в таком подкасанном виде. Ну, опять же, при желании его можно вот здесь регулировать. Но изначально, скажем так, по умолчанию общая вот длина рукава с закасанным манжетом и является общей длиной нашего этого как раз-таки рукава. Вот 15 примерно сантиметров. Поэтому у меня получилось, то есть от начала вот здесь ряда половину рукава я провязала просто без всяких убавлений. Здесь опять же никаких рядов я не высчитывала, делала все прям на глаз, то есть половина рукава. Дальше сделала убавление, еще часть провязала без убавлений, также сделала убавление и закончила вот здесь вязать остальную часть без убавок, после чего провязала манжет. У меня сейчас, несмотря на то, что я это все делала на глаз, получилось все достаточно четко. Вот здесь от начала нашего вязания до первого убавления вот этот участок у меня провязан всего 20 рядов. Поэтому, смотрите, мы сейчас на нашем мятном жакете провязываем вот этот участок, равный 20 рядам. Далее я подключусь, и мы сделаем с вами вместе первое наше убавление на рукаве. Итак, смотрите, вот я провязала часть рукава, то есть вот я здесь провязала участок ровно 20 рядов. И если в сантиметрах у меня здесь провязано, ну вот получается где-то 7,5 сантиметров. Давайте здесь измерим. Ну да, где-то 7-7,5 сантиметров. И на этом участке мы сейчас будем делать первое убавление петель. То есть вот идет начало нашего ряда. Мы его отмечали на нашем полотне. Так. И смотрите, убавление я буду делать следующим образом. Первую петлю с первой спицы я провязываю лицевой. И далее следующих 2 петли мы будем провязывать вместе. 2 этих петли в начале ряда мы провязываем вместе, то есть с наклоном вот как раз-таки в сторону нашего вот этого, скажем так, шва. Ну, шва здесь нет, но вот этого стыка бокового. Поэтому здесь 2 петли провязываю вместе с наклоном, получается, в правую сторону. За переднюю правую стенку этих 2 петель 2 петли я провязываю вместе с наклоном в правую сторону. Далее продолжаю вязать этот ряд, провязывая вот все петли лицевыми. Лицевая. Перехожу на вязание петель со второй спицы. Так, здесь я сейчас провяжу все петли лицевыми, не довязывав до конца вот как раз таки этого ряда последних 3 петель. Сейчас в конце ряда мы также должны будем убавить 1 петельку. Так, вот в конце у нас осталось последних 3 петли. Здесь вот именно в конце ряда мы должны провязать также вот этих первых 2 петли вместе. Вместе этих 2 петли мы провязываем также с наклоном вот к этому нашему стыку. Сейчас вот этот стык наш вот, ну или шов, или вот боковой вот этот вот участок идет с левой стороны, поэтому здесь в конце ряда мы 2 петли провяжем вместе лицевой петлей с наклоном в левую сторону. Поэтому вот правая стенка моих петель расположена перед работой. 2 петли я переворачиваю так, чтобы правая стенка располагалась именно за работой. После чего 2 петли провязываю вместе лицевой петлей с наклоном вот в левую сторону. После чего провязываю 1 петлю лицевую. И это мы провязали 1 круговой ряд и сделали убавление петель в начале вот и в конце ряда.
Этот ряд, вот который мы только что с вами провязали с убавлениями, я также отмечу маркером. То есть, ну вот, сразу под петлей, которая расположена на спице, ниже, вот я отмечаю лицевую петлю. Это тот ряд, который только что мы с вами провязали с убавлениями. И теперь вот от этого нашего маркера, вот здесь мы сейчас сделали убавление петель. Я сейчас вот провяжу еще участок. Опять же, здесь плюс-минус несколько рядов вообще большого значения иметь не будет. Ну вот я провязала здесь ровно 10 рядов. То есть вот я считала вот петля, отмеченная маркером, и дальше вот следующая идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 рядов я провязала, и далее вот в следующем, получается, 11 ряду я также делала убавление петель точно таким же образом, как мы сейчас вместе здесь с вами сделали. То есть вот получается первое убавление 2 петель и второе убавление 2 петель. Все, больше никаких убавлений я не делала. И дальше продолжала вывязывать лицевой гладью всю длину рукава. То есть в моем случае, как я говорила, где-то около 15 сантиметров длина этого рукава до вот этого нашего манжета. И здесь, смотрите, ну вот у меня как раз получилось ровное количество рядов. То же самое, что и вот здесь между нашими маркерами. Получается, от последнего убавления здесь у меня также провязано 10 рядов. То есть, соответственно, вот этот участок до манжета сейчас провяжите самостоятельно, сделав убавление петель и вывязав всю длину рукава до вот этого манжета. Далее я подключусь, и мы с вами вместе провяжем этот манжет. Итак, вот я провязала всю длину рукава. То есть после последнего убавления я провязала еще 10 рядов. И смотрите, общая длина рукава у меня сейчас вот равна 15 сантиметров. Теперь я буду вывязывать манжет. То есть вот идет начало моего вязания, там где идет боковой этот шов. И мы приступаем к вязанию первого ряда манжета. Сейчас мы будем чередовать наши ряды. Один ряд по кругу. Мы сейчас должны провязать все петли изнаночными. Итак, вот ряд по кругу я провязала изнаночными петлями и получила одну вот провязанную платочную дорожку. Следующий второй круговой ряд мы будем провязывать лицевыми петлями. То есть вот все петли я сейчас провязываю лицевыми. Лицевая, один ряд лицевыми петлями по кругу я провязала. Далее следующий, это получается третий ряд, я буду провязывать все петли по кругу изнаночными. Таким образом мы дальше вяжем длину нашего манжета, чередуя эти ряды. Один ряд мы провязываем изнаночными петлями, один ряд лицевыми. И далее опять мы повторяем: один ряд изнаночными петлями провязываем, второй ряд лицевыми. Таким образом, длину этого манжета я сейчас всего провяжу 10 рядов. Получу в итоге, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. 5 платочных дорожек. И далее мы с вами закроем вот как раз-таки петли этого нашего манжета. 2 ряда мы с вами только что вместе провязали, то есть ряд изнаночными и круговой ряд, провязывая петли лицевыми. Далее третий ряд провязываем петли все изнаночными, четвертый ряд провязываем все петли лицевыми. И так далее мы вяжем так, чтобы длина этого манжета была равна 10 рядам. Итак, вот я провязала длину манжета 10 рядов и получила вот 1, 2, 3, 4, 5. 5 платочных дорожек. Закончила вязание я, провязав вот ряд лицевыми петлями. И теперь я должна закрыть все петли этого ряда. Закрывать петли можно абсолютно любым удобным для вас способом. Самое главное, при закрытии петель этого края нам нужно не перетянуть этот край, то есть контролировать натяжение этих петель. Закроем сейчас этот край вот именно с помощью накидов. Значит, с помощью накидов, когда мы будем закрывать, я сейчас вот одну петлю
провязываю лицевой, хорошенечко здесь стыки все подтягиваю, сразу делаю накид от себя и далее провязываю лицевой петлей вторую петлю, после чего накид протягиваю и спускаю через последнюю провязанную петлю, и петля, которая располагалась на правой спице, я ее протягиваю и спускаю через последнюю провязанную петельку. Одна петля на правой спице, и я сразу делаю накид, провязываю петлю вот с левой спицы лицевой петлей, далее накид, протянула и спустила, и петлю, которая располагалась на правой спице, я протягиваю и спускаю через провязанную, и опять петля на спице, накид, одна петля лицевая, накид протянула и спустила, и петлю протянула и спустила. Так, я сейчас закрою все петли этого ряда. И вот последняя петля, накид, ее, эту последнюю петлю провязываю лицевой, накид протягиваю и спускаю, и саму петлю протягиваю и спускаю. И вот осталась у меня на спице одна последняя вот петелька. Ее, эту петлю я сейчас вытаскиваю подлиннее. Ниточку от моточка я уже обрезала, единственный кончик этот оставила чуть подлиннее. Последнюю эту петлю я сейчас беру и просто вытаскиваю. Теперь этот кончик нити я сейчас одену вот в иголку с большим ушком. И теперь аккуратно иголкой соединю два вот этих края. То есть вот здесь у меня идет нить. И иголку вот я вставляю, скажем так, в первую петлю, откуда мы начали закрывать петли. То есть вот у нас уже получился вот этот ровный переход. Так как этот манжет у нас будет вот именно с отворотом, то это будет считаться изнаночная сторона манжета. Поэтому нить я буду прятать вот именно вот вдоль вот этого края. Несколькими стежками еще соединю, закреплю два этих края между собой. Так. И теперь мы эту нить чуть дальше проденем вот вдоль, скажем так, этого шовчика. Все ровно. Дальше мы берем ниточку эту, обрезаем. Далее с помощью крючка, смотрите, мы эти кончики сейчас спрячем. Для начала эту нить я разделю на вот совсем вот эти тоненькие ниточки. У нас их должно получиться вот раз, два, три, 4, 5. Беру сначала 2 нити между собой, вот их складываю и с помощью крючка под соседние петельки продеваю куда-то вот, допустим, в эту сторону, несколько буквально раз. Обязательно убеждаемся в том, что нигде ничего не перетянуто. Так, дальше беру вот одну ниточку под соседнюю петлю, вытаскиваю. И теперь вот здесь я завяжу маленький такой закрепляющий первый узелок. Раз, два и 3. После чего эту нить я здесь могу уже обрезать. Точно так же мы прячем еще 2 следующих кончика в другой стороне. То есть этот у нас вот здесь спрятан, этот я сейчас буду выводить в эту сторону. И здесь также эту ниточку здесь я обрезаю. Осталась одна тонкая нить. Эту одну нить я еще раз вот здесь, можно ее разделить еще на 2 более тонких ниточки. То есть вот они у нас идут 2 совсем тонких ниточки. И точно так же я сейчас вот под соседние петли спрячу этих 2 совсем тонких нити. Аккуратно затягиваем, так как нити совсем тонкие. И вот мы с вами спрятали эти кончики. У нас абсолютно ничего не заметно.
То есть точно таким же образом я буду прятать и все остальные нити. И смотрите, длина этого моего рукава сейчас получается равна, ну, примерно 3,5 сантиметра. То есть я его сейчас отворачиваю. И вот наш первый рукав готов. Сейчас я возьму спицы. Точно так же подниму петли вот здесь и вот здесь. Я подниму тоже количество петель, что мы с вами поднимали и вот для нашего первого рукава. Итак, друзья, после того, как я с вами вместе в мастер-классе связала один рукав, точно таким же образом я связала и второй рукав. То есть тоже количество петель я набирала вот именно для ширины нашего рукава и делала убавление петель точно так же, как я делала и на первом рукаве. Далее закрыла петли, после чего жакет свой постирала и пришила пуговицы. И все, я вам уже готова показать окончательный вариант. Жакет получился очень мягкий, теплый, эластичный, и результатом я очень довольна. То есть у меня вот готово полностью два жакетика. Один мятный и вот такой вот один темно-розовый. Здесь давайте сейчас единственное с вами измерим ширину нашего рукава, вот именно уже после того, как я жакет постирала и он у меня высох. То есть вот я здесь буду прямо измерять от подмышки и вот до вот верха. Ширина моего рукава получается равна 9,5 сантиметров. Поэтому, друзья, надеюсь, у вас все получилось связать сейчас вместе со мной. Данный мастер-класс был для вас, надеюсь, понятным и полезным. Поэтому поддержите обязательно это видео пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Сейчас, дорогие мои, будем с вами прощаться. Обязательно встретимся с вами в новых наших видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.